Сегодня наше утро начинается с такого прекрасного вида. Вкусного завтрака, круассаны, свежего эспрессо. С такой прекрасной панорамой можно завтракать, обедать. Ребятки, всем доброго утра с морского побережья Турции, Средиземноморского. Белека из отеля Rixos Premium Белек. Давайте начнем это утро с заряда вот таких вот морских эмоций. Сегодня очень классная погода, практически ни облачка на небе нету. Март месяц у нас, середина, и, конечно, безумно красивое море. Смотрите, торжественный момент. Прямо перед нами срезают ленточки. И это означает, что пирс открыт. Мы первый, кто в него вступает в этом сезоне. Смотрите, как получилось, да? Пойдемте прогуляемся, посмотрим. И вот недавно был шторм. Такой волнистый, сильный. И выбило вот здесь доски, побивало там в начале. Все быстренько починили. И открыли пирс. Смотрите, какие здесь есть классные сетки, в которые можно лечь. И как на Мальдивах над морем прям полежать. Классно. Я сейчас не рискну, у меня куча гаджетов в карманах. Такие линзы на камеры. Камера вторая, телефоны. Здесь, смотрите, много таких сеток. Прям ложитесь, и получается над морем вы висите, парите в воздухе. Вот так вот, видите, с этих сторон. Естественно, здесь можно купаться, есть спуск, есть душ даже. Лежаки, шезлонги. Все это есть. И, конечно, безумно красивое море. Смотрите, какие волны. Потрясающие. Мощные. Накатывают. Здесь даже работает интернет. Вот она, вышка Wi-Fi-ская. Датчик, передатчик. И я вот стою, смотрю, уведомление приходит. И удивился, что не везде, не во всех отелях на пирсе работает Wi-Fi. Обычно туда уходишь, отдаляешься и все. Ну и отсюда у нас открывается прекрасный вид на отель. Вот он, весь пляж вот так вот идет. Он туда. Там уже у нас VIP-зона начинается. Ну и туда же уходит куча шезлонгов, вы все видели в предыдущих видосах, если кто не смотрел. Прям в плейлист заходите этого отеля и найдете там все видосы. Ветер такой забивает, наверное. Как вам кадры с дрона? Сегодня было первое неудачное приземление. Очень сильный ветер. Его потащил дрон туда, включил спортивный режим. Потому что сильный ветер, тяжело летать. И он туда в кусты влетел просто. Мужчина вот спас его. Я примерно видел, куда он. Еще и батарейка подсаживалась. В общем, целое приключение. Очень сильный ветер. Я нажимаю просто вперед, чтобы он сюда. А его тащит туда в море. И я оттуда бежал уже сюда за ним, чтобы хоть как-то его спасти. О, приключения. Хотел сделать красивый паралет, вот здесь пляж снимать. Но не буду рисковать, ветер отжимной. Если над морем я чуть пытался полетать. Но если сейчас лететь, его потащит туда, то можно не вернуть дрон. Он просто улетит туда. Потому что над морем всегда сильный ветер. Здесь вот не ощущается, а вот по пальму можно видеть, как он там сверху гуляет. Погодка сегодня класс. Поле осторожно, волны нас сейчас накроют. Потом мы уезжаем еще в один отель, потом апартаменты. Потом еду за сыном, за бабушкой. И опять проезжаем еще один отель. Поля, сейчас там будет сильная волна, побежали. Сейчас накроет нас медным тазом. Красота, да? Пришли с Кисулей на пирс. Хотим опробовать
Эти мальдивские сетки, как я их называю. Давай, Зай, не бойся. Ой, страшно? Давай, залезай, я уже сижу. Вот так вот я уселся. У меня в карманах много всего, ложиться не ложись. Давай, кисуль, не бойся. Давай ручку. Ну что, кисуль, не страшно? Ой, здорово-то как, да? Солнце светит. Солнце светит. Да, конечно, так классно здесь развлечься, полотенчик постелить, лежать, загорать вообще, наслаждаться морем. Супер вообще. Так, ну что, пойдем прогуляемся в бар у моря, который в этот классный веселый барчик. Посмотрим, какие здесь есть напитки. Давайте начнем с того, что здесь есть мороженое. Посмотрим, какое. Каких видов. О, да тут огромное количество рожков. И чего только нету. Любых вкусов. Давайте заглянем в сам бар. Здравствуйте. Эти все напитки включены у вас? Или то, что сверху экстра, да? Ага, смотрите, верхняя полочка это экстра. То, что за деньги. Сейчас я вот так вот поправлю немножко камеру. А нижнее это все включено. А, Джек Дэниелс включен, да? То у вас и там стоит. За дополнительную оплату. Ага. Односолодовые виски все, кроме себя. Ага, остальное все включено. Смотрите, здесь апероль, здесь натуральный, настоящий, именно апероль. Сейчас я вам так приближу. Я немножко буду снимать урывками, потому что играет громкая музыка, а за нее мы можем получить бан. Смотрите, водка Смирнов, раки есть, мартини, Реми Мартин, Весел Пи, потом Колуа, Джек Дэниелс, Бейлис настоящий, Малибу, Джин Гордон, Бифита, Ред Лейбл, Альмека, Текила, Чивас 12-летний, GB, Бакарди, еще Red Label. И смотрите, снизу у нас напитки все в бутылках. Корона Экстра пиво, да, Бамонти, Миллер, Эфес снизу стоит. Естественно, все бутылочки с водой тоже. Все в бутылках, вернее, вся газировка. Эти кола, фанта, спрайт, даже есть мандариновый швепс. Также здесь чай, кофе, чипсы, печенье, орешки, все есть. Ну, по мне, как это просто шикарнейший бар, шикарнейшие напитки, сок, все в пачках. Жмите паузу, пишите, как вы думаете, ну, как всегда, поддержите этот видос лайком. Так, играет музыка, боюсь, у нее бан, чтобы не схватить, чуть-чуть урывками. И, друзья, пожалуйста, поддержите эти видосы комментариями, это очень важно. Мы себе с Полей взяли, вернее, сок себе, бутылочку короны, чипсы, орешки, все это можно заказать. Вот атмосфера бара, очень классно, очень уютная. Естественно, как всегда, передаю вам эти солнечные, теплые эмоции. Заряжайтесь ими, наслаждайтесь. Кайфуйте. Так, по поводу цен на этот отель не озвучиваю, потому что у нас здесь 3 ночи, и у нас куча отелей. Мы как-то в разнобой где-то по месту платим, где-то там Жанна сама бронировала, чем она все организовывала, как обычно. Вы можете тоже ей организовать у нее себе тур, как составной, так и индивидуальный. В общем, без разницы, пакетный, раздельный. И Инстаграм, подписывайтесь к ней, ко мне в Инстаграм. Ссылки, как всегда, вы найдете в описании на все наши проекты. Также под видео там оставлю 3 ссылки на разные сайты. Вы можете зайти и за 5 минут сделать себе просчет с вылетом из вашего города на ваш состав и посмотреть. Ну, а если оформить уже и подобрать отельчик, это к Жанне. Но здесь мы встретили наших подписчиков. Они приехали на неделю, на 4 человек. У них получилось вот в эти же даты 130 тысяч. То есть для Rixos премиум билет в марте это совсем недорого. И тем более, если еще такие напитки шикарные. И да, я вам все показываю во всех видюшках. Прям плейлист заходите, подряд там все видосы. Я все тщательно показываю. В этом видео тоже будет много тщательного, интересного, что я еще не снимал. И вот такой вертолет летит к нам здесь. Бассейн, красота, все купаются. Кстати, я еще даже ни разу не искупался в этом бассейне. Жанна поехала сейчас на бесплатном автобусе в Парк Легенд пошопиться. Что за... Ну что, сейчас, когда растает снег, мы поедем домой, у меня будет праздник, а снег растает за 3 дня. Да, сейчас скоро 1, растает а снег. потом 2, а потом 3. Очень хочется поплавать. С одной полькой. Да и тоже захочется, но вылезать, когда ветер дует, прохладненько все равно. Но вот единственный минус, что сейчас в марте нету никакой еды там на пляже. То есть надо ходить в главный ресторан туда кушать. Ага. Жалко, что нельзя сразу где-нибудь зайти, потому что ресторан вот он идет, вот такой вот большой. Сразу раз подняться надо вот так вот туда-сюда подниматься.
Но я думаю, что летом там много всего, там еще даже строят площадку на пляже. Сейчас мы идем в главный ресторан на обед. На обед сегодня котлетки. Тут еще у нас крылышки куриные, супы, йогуртовый суп один, куча всяких заправок и куриный бульон еще. Сегодня, смотрите, дают манты с мясом. Давайте я вам линзу сниму, чтобы поближе чуть было. Манты я попробую. Картошечка фри, баклажанчики, целая рыба. Целая рыба — это показатель хорошего питания в отеле. Корюшка и еще филе рыбы. Ну, вообще питание здесь, конечно, шикарное. Еще есть запеченный белополосый. Не знаю, кто это такой, но это рыба. Здравствуйте. Как всегда, куча сладкого. Хочешь прям с малиной натуральной, хочешь с клубничкой, эклеры. Давайте приближу вам. Вот, много-много всего. Турецкие сладости здесь просто безумно вкусные. Все есть. Turkish Delight, который в магазинах покупаете, здесь он ручной работы и очень вкусный, безумно. Вот так вот. Корзинки прям с клубникой. Еще эклеры. Сухофрукты, инжир. Вот такие вот аппетитные тортики. Вот это прям очень красиво выглядит, прям переливается. Потом много холодных блюд. Такие, знаете, что-то типа салата. С заправками, как я называю, соленье, коренье, варенье, оливки, маслины. Все, что хочешь. Овощной стол. Здесь прям их целых 3. Можно вот здесь сесть салатик порубить. Сразу же десерт. Мороженого куча. Сейчас мы пообедаем, возьмем мороженое. Смотрите, сколько видов. Нереальное количество видов мороженого. Даже кофейный есть. Надо такой тоже взять. И вот там еще 2 стола с салатами. Там можно нарезочкой взять, здесь целыми. Много разных салатов, овощей. Вот здесь вот на ужин кое-что интересное. Или сегодня, или завтра вам покажу в одном из видосов. Каждый день здесь это дают. И вот здесь рыбный стол. Здесь кальмары, креветочки иногда бывают. И так разные виды рыбы. Мидии даже бывают. Так, вот и сегодня тоже, смотрите, креветки есть. Рыба нарезанная, разная рыба. Здесь у нас, смотрите, мясной стол. Много колбасы. Струма даже есть. Сырная вечеринка. Много разных видов сыра. Я делаю сейчас так вам для побыстрее, чтобы медленно не останавливаться, как раньше перечислять весь сыр. Думаю, и так вам все будет понятно. Смотрите, сколько сыра. Потому что в Риксе всегда они славятся огромным количеством сыров. Много. И вкусный сыр, очень вкусный. Там здесь у нас, смотрите, фруктовая вечеринка. Есть как целые фрукты, даже гранаты, яблоки, сливы. Здесь уже разделано. Есть ананасы каждый день, клубника в марте. Ну это вообще просто шикардос. Бананы под гранатовыми косточками, киви, апельсины. Все, что хочешь. Вот такой вот ряд мясницкий. А здесь фруктовый ряд. Здесь еще. Здесь утром фреш наливают. Зажимают свежий. Вот смотрите, здесь у нас еще такая типа китайская кухня. Сейчас нету. Вечером вам покажу. Вечером здесь тоже вкусняшки дают. Интересные. И вот для обзорности, как это выглядит. Вот все эти ряды, столы с выдачей. Так, много всего. Жмите паузу, пишите, как вам обед. Ну, иногда каждый день какие-то вкусняшки от разных дают. Я всегда во всех видео все вам снимаю, чтобы вы знали. Бар. Давайте тоже в бар заглянем. Здесь пиво в бутылках. Много разного пива. Бамонти, Корона, Миллер. Все есть. Бэкс. Все, что хотите. Тоже напитки все в бутылках. Кола, фанта, спрайт. Здесь импортный алкоголь, чивос, ром, апероль, шприц, шампанское, вино. Но вино турецкое, но тоже вкусно. Ну и чай, кофе, естественно. И вот здесь у нас еще с другой стороны макароны, нудл, лапша. Тоже макарошки обычные, спагетти, соус. Здесь диетический стол, здесь курица, мясо отварное, капуста, гречка даже есть. И вот здесь вот пидешечки разные. Вроде все вам снял. Жмите паузу, пишите, что вы думаете. По мне кажется, что выбор шикарный. Так, смотрите, взяли мы овощей, немного креветочек, потом польки супчик я взял. И вот так вот картошки фри, манты и котлетки. Поле. Как всегда, любые дети не хотят есть суп. И у нас вот такой вот прекрасный вид. Сели здесь сегодня. Насладиться этими пальмочками, морем.
зарядиться. Завтра мы уже уезжаем в другой отель. Видок здесь, конечно, просто потрясный. Так вот сидишь и кушаешь вот таким видом. Любая еда будет вкусной. Поля, ты все хулиганишь? Хулигаш. Давай покушаем, потом мороженка. Давай, кисы. Давай, зайка, садись. Манты оказались очень вкусными. Я сходил еще за добавкой. В Алисику взяли мороженое. Суп она так и не съела. Овощей чуть-чуть поклевала. И картошечку. Садись, зайка. Вкусно? Такое разноцветное ей взяли. Мы сейчас так очень удачно сели сюда кушать. Я потому что анализировал траекторию своего полета. И не понимал, почему я все-таки в кусты-то влетел. Хотя пытался нормально куда-то там вылететь против ветра. Смотрите, получается, я летел вот так вот над пальмами. Летел, ветер туда дул. И я вот так вот шел обратно. И при этом пытался немножечко снизиться и лететь в ту сторону. И вот здесь видите, какой сильный уклон. То есть я летел над пальмами. И здесь сразу же эти кусты, получаются, я чуть-чуть снизился и сразу же влетел в эти кусты. То есть здесь такая горка. И за счет этой горки получился вот этот вот подъем, в который я и влетел. Спасибо мужчине, который поднял дрон. Кстати, все пропеллеры целые, камеры целые, все целые. Там мягкие кусты такие. Он так мягко вылетел. И дрон лег на землю, упал немножечко даже. Ну, в ветреную погоду очень сложно летать, потому что там были моменты на видео, как его просто так очень не переворачивал дрон. Когда летаешь с дроном, и тем более в плохую погоду, каждый раз при запуске дрона надо с ним прощаться, потому что он может или в море рухнуть, или еще куда-нибудь. Но я стараюсь летать аккуратно. Благо, еще ни одного дрона не потерял. Поэтому, друзья, жмите лайкосик, поддержите, пожалуйста. Стараюсь для вас. За последний день, и неизвестно, успел бы я полетать, не успел бы. Блин, но видок здесь просто потрясающий. Сидишь, кушаешь, это просто нереальная красота. Даже уходить отсюда не хочется. У нас послеобеденное время. Очень классная атмосфера, играет музыка все время. Я когда слышу музыку, мне всегда хочется танцевать. Мы сколько тут подплясываем чуть-чуть. Блин, как же классно, а? Ладно, сейчас в парке легенд. Мы хотели к ней поехать, наверное, не поедем. Завтра тоже, ну сегодня, считайте, последний полноценный день в отеле. Завтра уже уезжаем, завтра еще дочка нам приедет, старшая. Не хочется никуда отсюда уезжать. Из этого райского местечка. Здесь, смотрите, качели такие огромные, можно сделать классные фотки. И покачаться заодно. И вот здесь, смотрите, дорожка есть. И вот прям к нашему корпусу проход. Так, давайте я вам быстренько покажу тренажерный зал. Вот у нас здесь все тренажерчики новенькие. Здравствуйте. Вот так вот, много тренажеров разных и гиперстенд здесь даже есть. Режим штанги лежа, приседя, под наклоном. Все такое чистенькое, новенькое. Смотрите, одна зона. Потом вот здесь вот вторая зона. Здесь аэробная такая. Беговые дорожки. Вот так вот все. Можно бегать тут. Здравствуйте, на бассейн. Там вот есть. Видите как. Бегаешь и смотришь на всю эту красоту. Здорово. Водичка. Все есть. Полотенце чистенькие. Мячи. Пойдем, зай. Так вот быстренько спа. Обязательно заглянем. Сейчас мы решили с Колькой поехать к маме все-таки в парк легенд. Так, вот вы еще видите, там с телевизорами все тренажеры. Покажу еще здесь бар такой, который возле ресепшена. Здравствуйте. Можно нам водички 2? А, здесь вода в стекле, смотрите. Здесь по напиткам тоже, смотрите, Jack Daniels, Red Label. Все есть, Кула, Беллис, Куантро, Диссарона, Амаретто. Это все инклюзив, Диссарона. Вот, смотрите, Диссарона давно не видел вообще отель в Турции. Альмека, текила, Бакарди, Смирнов, Абсолют. Ну и любые коктейльчики. Куча ликеров здесь всяких стоит. Такая вот красота. Тоже можно выйти на улицу, насладиться всей этой красотой. Так вот, берете напиточков, садитесь или здесь, или там. И любуйтесь красотищей отеля Ляпота. И давайте я вам покажу еще въездную группу. Так, Фонтанита, тут и вот такие автобусы. Парк легенд в отдельном видосике. Как всегда, вы увидите, все в плейлисте будет. Ну, сейчас сколько загружаемся и едем. Ой, боюсь, что опоздаем. Все, уже успели. Сегодня мы идем в а-ля карт, ресторан. Итальянский. Один раз бесплатно. В марте, не знаю, как сезон, подходите на Гастролейшн, спрашивайте, лучше там в первые дни.
чтобы были места и успеть забронировать. Покажу вам здесь атмосферу. Мы, правда, записались поздно, прям сегодня, буквально за 10 часов. И места уже все заняты были внутри. Мы просили, конечно, надо поснимать. И нам раз все пригласили на улице посидеть. Ну, сейчас вроде не очень холодно, здесь есть подогреваемые пушки. Я думаю, здесь не замерзнем, зато прекрасный вид. И прям как я люблю на улице трапезничать. Здесь мы будем сидеть сегодня. Может быть, еще нам повезет, и мы застанем шоу фонтанов. Оно вот здесь сегодня будет. Каждый вечер проходит, но мы как-то не успеваем. Где-то там в баре, где музыка находимся, или еще где-то. Мы попросили сразу еще одну грелочку, потому что солнце закатилось, уже свежо, и у нас будет с двух сторон обогревать газовым баллоном. Сразу нам принесли вот такие закусочки: хлеб, сыр, мясная нарезочка, здесь еще что-то. И смотрите, здесь меню интерактивное. Можете тоже навести экраном. Сейчас я сфокусируюсь. Экраном берете на экран, на свой ставить на паузу, наводите вот так телефон, и у вас откроется ссылочка. Вот так вот наводите. И вы сможете сами пройти в меню Риксиса и посмотреть, что тут есть. Есть много разных ресторанов, можете все посмотреть, и барное меню, и бистро, и пляжное меню. Все можно глянуть. У нас а-ля карт. Как у нас? А, вот это на розетта у нас, да? Так, ну, в общем, зайдете, вот так полистайте, что тут есть. Здесь есть, мне понравился сыр бурата, мы взяли с Жанной. Сейчас будем вам показывать, как приносить цезарь. Есть салат с креветками. В общем, зайдете, полистайте. Равиоли, мясо, семга тут есть. В общем, все как обычно в итальянских а-ля карт. Принесли нам бурата, но это не бурата. Бурата должен быть внутри растекающий сыр, а здесь как моцарелла. И салат с креветками такой. Оле принесли макарошки, картошку фри, рис и наггетсы куриные. Точнее, просто жареная курица на гриле. Так, вот мы сидим. Смотрите, здесь уже подсветочка водопада началась. Там маленькие фонтанчики включились. Ждем большие. Вообще там очень красиво, там прям та дорожка светится. Надо нам прогуляться, заснять отель вечером. И подъехала винишка и говядина жареная. Типа стейков что-то, спаржа тут, лук. Непонятно, что это. Десерт там принесли шоколадный торт с мятным мороженым. Это нереально вкусное мороженое. И это что такое? Тирамису? И вот это очень вкусно, с печенькой внутри там. Ну, конечно, как всегда, мы здесь подкармливаем кошечек. На, кошечек, тебе маленький кусочек курицы. Вот так тебе брошу, потому что они царапаются очень сильно все время. И бросил большой-большой кусок курицы с пол ее головы. Ага, не гоняй. Ну что, а-ля карт был очень вкусный, мясо вкусное. Все вкусное. Мороженое вообще супер. Попросили отдельно мороженое. Из десерта нам принесли еще по 2 шарика вот этого мятного мороженого с шоколадом. Это было удивительно. Ну что, теперь отправляемся на 6 стол в главный ресторан. Великие хомяки. Никогда не бывает сыты. Ладно, шутка, мы идем за контентом. Пойдем. Для любителей пабов, пенного, не пенного, я завтра обязательно сюда загляну, сниму вам. И кондитерскую сниму. Просто действительно на все время не хватает. Просто здесь как ураганы носятся. Я еще даже 360 не снял, завтра уже улетать, уезжать на другой отель. Я все сниму вам. Или в этот видос, или еще в один. Посмотрим, как материал будет получаться, что главное, чтобы вам удобно было смотреть. Здесь такие прикольные ворота, из них заходишь и оказываешься в парке легенд. Сразу же не надо ехать на каком трансфере, телепортируешься сюда. Очень здорово. Пойдемте посмотрим на фонтаны, которые в парке легенд, шоу на речку. Если кто не понял, это, конечно, шутка. Это здесь так все сделано. Кто не смотрел другие видосы, я рад вас приветствовать. Я про это рассказывал, но решил немножко пошутить. Уже не юморист. О! Просто хорошее настроение. Ну что, добро пожаловать в ресторан основной. Идем посмотришь на ужин. Не будем все подряд снимать. Здравствуйте. Хлеб. Ладно, шутка. Сейчас быстренько покажу вам главные вкусняшки. Просто сам не знаю, что дают сегодня. Вдруг какие-нибудь креветосы. Это что такое у нас? Фаршированные баклажаны. Это неинтересно. Пюре неинтересно. Так, турецкие котлеты. Почти интересно. Здесь антрекот из говядины. Смотрите, прям как в а-ля карт практически. Это курочка. Курочка очень аппетитная. Дорадо. Сырое.
Маленькие рыбки. Ой, смотрите, сегодня плов с огромными креветками. Вам здесь пересвечивает, здесь подогреваемые камеры, лампы, точнее, вот так вот. Видите, там креветки с пловом. И вот здесь еще креветки с мидиями. Пойдем дальше. Здесь у нас ассорти рыбная. Рыба такая, рыба сякая. Вот дорадо сразу вижу, плоская, хорошая, дорогая рыбка, вкусная. Здесь, смотрите, стейк из семги. Неудивительно, что это очень вкусно, потому что там очередь за ней. Очереди в этом отеле еще ни разу не было. Но поскольку очень, значит, у нас вот вкусненькие, прям супер мощные стейки такие лежали. Мы так наелись, что я уже это есть не буду, пришел вам просто поснимать. Хотя очень хочется. Так, ну мороженое было на обед. И то, что я вам хотел снять каждый день. Смотрите, здесь каждый день дают суши. Мы с собой набираем суши-мешок. Мы сейчас с собой возьмем в чемодан. Завтра в другой отель с собой привезем. Мы будем жить еще в На апартаментах. балконе сядем. Да, Ладно, шутите, смотрите, суши с лососем, с чем еще, с огурцом. На самом деле очень-очень вкусные. Мы в первый день пробовали. Да, ну это шуточки шутят. Действительно очень вкусные суши. Первый раз я в Турции ем такие вкусные суши. Они как вот из тануки. Настолько нежные, вкусные. Вкусный соус при этом. Палочки. Ну, палочки не очень вкусные. И все вот это вот прям как положено. Поэтому за суши 5 баллов. Вот прям вообще идеальный суши. Пойдем посмотрим. Вот здесь у нас Азиан буфет. Здесь у нас рыба какая-то. Еще что-то. Рис. Ну ничего особенного такого. Кто любит азиатскую кухню, то есть найдет чем полакомиться. Так, дальше у нас овощная вечеринка, фруктовая вечеринка, точнее. Все то же самое, что и на обед было. Ананасы, сливы, клубники огромное количество. В общем, все, вы здесь найдете чем полакомиться. И сырная вечеринка, мясная, колбасная вечеринка. Это я вам тоже все на обед показывал. Не будем заострять внимание. Риксис — это всегда огромное количество сыра. Вот так вот, чтобы не затягивать видос. И давайте вот к этому интересному столу подойдем. Здесь всегда тоже что-то вкусное. Смотрите, здесь огромное количество рыбы. Красная, горячая там копчение, красная, холодная, соленая. О, сегодня смотрите, вареные креветки джамбо они называются. Лампы у них такие пересвечивающие немножко. Вот так вот я наведусь. Кальмары, шмальмары, осьминоги, скорее всего, нарезка, да, осьминога, да, вот я угадал, это осьминожки. Такие нарезанные, вот они. Потом здесь еще креветки вот такие вот. Еще рыба разного вида. В общем, мидии в панцире. В общем, куча всего. Как вам, друзья, такой ужин, а? Блин. Те, кто досмотрел до этого момента, потому что это, мне кажется, уже последний видос этого отеля, и я решил вам самую вкуснятину оставить напоследок, поэтому кто досмотрел, вы молодцы. Это очень-очень вкусно, это очень круто. Питание здесь очень хорошее. А вы пишите свое мнение, как вы думаете. Жмите паузу и пишите. По мне это прям супер. Суши каждый день, креветки тоже почти каждый день. Вареные точно каждый день, жареные иногда. Ну, мясо, все, что хочешь, качаешься. Очень вкусный отель. Да, ну естественно, сладенькое. Клубника, эклеры, куча турецких сладостей. Я вам подробненько на обед мы с Полей ходили, все снимали. Или в этом видосе, или в одном из. Заходите, вы найдете все. Здесь турецкие сладости просто обалденно. Я сейчас не пробовал, но Жанна пробовала, сказала, что пальчики оближешь. Действительно, очень вкусно. Надо попробовать. Но у меня просто не осталось сил, Поля сняли карты. Вы можете видеть, сколько здесь всякой вкуснятины. И как все это красиво оформлено. Блин, я хожу, сейчас все это снимаю вам и понимаю, что я так жалею, что у меня не осталось сил после лекарта на всю вкуснятину. Я хочу съесть суши, хочу рыбку съесть. Турецкие сладости. Польки остались, сел на мороженое. Ладно, буду смотреть эти видео, когда буду монтировать. Вместе с вами облизываться слюнкой. Все ради вас. Давайте с вами пройдемся по вечернему отелю. Посмотрим, как здесь все красиво сверкает огнями. Вот здесь еще сверху подсветочка такая на деревьях начинается. Ночной бассейн. Бар там светится, и море там шумит. И любимое Жаннино дерево подсвечивается. Красиво, да, вечером? Кисуля моя идет мороженка кушает. Пляжный бар. Тоже подсвечивается, но жалко, что ничего нету. Хотелось бы, конечно, может быть, живую музыку тоже здесь услышать. Хотя колонки там выставлены. Ну, сейчас прохладно, поэтому
наверное, смысла нету. Здесь ездит машина, вам, наверное, не видно, которая делает красивый песчаный пляж. Она, кстати, забуксовала, села, вам, наверное, не видно отсюда. Ну, трактор сел. Этот трактор укатывает пляж, чтобы ровненько с утра все было идеально гладко. Вот так вот видно. Он сел на всех своих 4 колесах. Тут волны, он просто заехал сюда, действительно намыло, видимо. У него огромное количество мешков там сзади, чтобы все это утрамбовывать. Стараются. Видите, ночью какие здесь дела происходят. А мы встаем утром, мы не знаем, почему пляж такой ровный и что тут творилось. Смотрите, как он прям буксует песком. Зарылся прям очень глубоко. Ну, он просто отцепил свой груз, которым выравнивает, и все, и отъехал. Сейчас рядышком подъедет, переложит и дальше будет равнять песочек. Здесь плохо видно, темно уже очень. Ну и поскольку у нас сегодня много видео про бары, я расскажу вам, что здесь в этом, ну, такой лобби-бар, у него есть другое название, но я не помню, как он называется, там хоть написано, ни разу не обращал внимания, там, где играет живая музыка. Смотрите, по напиткам здесь Егермейстер, Колоа, Бейлис настоящий, Куантро, это как коктейльчик B52 уже идет перечисление, Гавана Клаб, Red Label, даже, по-моему, Black Label есть, Чивас есть, Гавана Клаб, вот еще с другой стороны Джек Дэниелс тут есть, еще Балантайнс 12-летний, GB, Смирнов, водка Абсолют, раки, пиво в бутылочках, вот там вот все это есть, ну и куча вкусных коктейлей, и вы знаете уже, что мы здесь любим. Апероль Шприц, вот так вот их красиво здесь готовят, и Тереза Лимонад от главного шеф-бармена. Очень вкусный коктейльчик. С Джеком его делают. Персонал в отеле, конечно, просто безумно классный. То есть вообще везде, и в барах, и в ресторанах, и везде. Все очень добрые, со взрослыми, и с детками, всегда играют. Смотрите, в этом отеле во все включено, входит даже Red Bull. То есть это не экстра, не за отдельную плату. И Альмека есть, кстати, еще и золотая. Видите, там такая стоечка стоит с текилой. О, блин, чтоб я так жил. Вот он готов, мой Тереза Лимонад. И смотрите, здесь еще Диссарона Амаретто даже есть. Тоже на все включено. Спасибо, very much. Так, а все, что вот здесь, вот Blue Label, это уже за деньги. Там есть Sixto. Ну, это ни к чему с таким количеством, ассортиментом, точнее. Конечно, снеки, чипсы, орешки, тоже все есть. И, конечно же, живая музыка каждый вечер. Получилось с зумом немного. Ну ладно, пусть так будет. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Возможно, будет еще продолжение этого видео или следующее в завтрашнем дне. Я вам еще кое-что не показал. Все, спокойной ночи.